Добрый день, друзья! По ряду причин у меня не получается снять для вас обзор в цветочном центре «Камелия». Но так как я на прошлой неделе делала предзаказ одного из цветов, были предложения от садовника голландского, и нам их озвучивала хозяйка этого центра, и я заказала себе один из цветочков. Поэтому я поехала, его забрала, но обзор сделать не получилось, хотя были очень интересные экземпляры, были интересные биглипы, но я заказывала только один цветок, но мне повезло, я купила сразу два. Повезло в каком плане? На прошлой неделе тоже был заказ, предзаказ цветов, но у меня не получилось его заказать. А в этот раз привезли еще какое-то количество тех же самых, которые бы очень хотелось. Поэтому сейчас я вам покажу два цветочка, которых я приобрела, и немножко расскажу о них. Тот, который я действительно заказывала, это интрига. Такое было предложение от садовника. У нас не называют их производителями, называют садовниками, которые там выставляют в продажу какие-то цветы, и хозяйка салона может их приобрести. Я давно хотела купить интригу, и вот это наконец-таки случилось. Интересное очень растение с небольшими листиками. Даже когда я его открыла, получилось у него два больших цветоноса, один малюсенький какой-то. И вот здесь внутри оказалось, что еще один цветонос он хотел выпустить. Он там малюсенький. Но я думаю, что этот цветонос не продолжит свой рост. Поэтому цветок остановился на 2,5 цветоносах. Два очень хорошие такие. И стебли большие, крупные. И цветочки он распустил, много бутончиков, много веточек. А третий цветоносик у него очень маленький. Давайте уберем все палочки, которыми держатели этих цветоносиков. Я не очень их люблю. Тем более, что на этих держателях... Сейчас я вот вытащу один, покажу вам. Пока они едут влажные. Их садовник перед отправкой или опрыскивает, или поливает. И на этих палочках в этой влаге вот такая небольшая вырастает. Это не плесень даже, а, наверное, плесень все-таки. Ну, плесневеет, короче говоря, эти палочки. Поэтому такие палочки я убираю. Да и цветоносы, по-моему, крепко держатся. Вот и это точно так же палочка заплесневела. Еще мне не нравятся вот эти держатели. Вот такого плана не нравятся держатели, потому что на таких крупных цветоносах остаются вмятинки. Ну, конечно, ничего страшного, но все равно я убираю. Тем более, что цветок стоит ровно, хорошо держатся цветы. Давайте сразу будем смотреть второй цветок. Мне повезло, заказали еще две палеты таких цветов. Это бронзовый Будда. А здесь вообще все в плесени в этой, в белой. Даже уже начала зеленеть, то есть зеленая. Для цветка это очень плохо, поэтому все это убираем. Здесь 3 цветоноса. Ох, сейчас бы не сломать цветочек. Здесь 3 цветоноса. На горшочке написано парфюм, он должен пахнуть, но могу вам сказать, что пока не запах. Смотрим, что у него тоже в горшочке. Давайте теперь сравнивать. Садовники, похоже, разные, сажают по-разному цветы. Что здесь есть? Здесь очень влагоемкий грунт, небольшое количество коры,
кокосовое волокно, будет очень влагоемкий грунт. Но при этом, видимо, этот садовник не слишком сильно перед отправкой полил растение, потому что оно даже при том, что ехало в темноте, корни немножко просушило. А здесь и закрыто бумагой было. И плесени было побольше на палочках, и корни остались сильно влажные. Но даже кора похожа на орхиат. Вот хорошая кора. И корни хорошие. Ну и бронзовый Будда, как вы понимаете, это, наверное, хотелка всех хотелок. Очень красивый окрас у Будды. Цветы, ну не восковые, но плотненькие такие. Есть бутончики, причем есть бутончики и на том, и на другом цветке. Не факт, что они вообще раскроют свои бутоны. После того, как неделю они, может не неделю, может быть дня 4-5, пока таможня, пока они едут через границу обязательно к нам. Едут они, конечно, в темноте, и когда мы их забираем в магазине, не факт, что все бутончики распустятся. Иногда бывает такой же устоявшийся сорт с хорошей генетикой, и абсолютно все цветы распускаются, а иногда ставишь его и под цвет, и вроде все просушил, а бутончики все равно засушиваются. Это не от нас с вами зависит, поэтому как получается, так и получается. Все я убрала от шеи, для того, чтобы посмотреть, насколько хороши шеи, насколько они чистые. Все чисто, все замечательно, все отлично. После этого, ну, я еще не протерла листики, но говорю вам, что листики я всегда протираю или зеленым мылом, или табачным мылом, или дегтярным мылом. Вот у меня есть сейчас в наличии только два мыла. Это зеленое и табачное. Оба разводятся чайная ложка на стакан воды и протираются листики. Больше я ничем не опрыскиваю, ничего не делаю. Я ставлю такие цветочки на карантинчик. Теперь у меня появилась и полочка карантинная, и подоконник у меня есть теперь свободный карантинный, куда я могу поставить такие цветы. И я за ними просто наблюдаю. Появятся какие-то вредители или не появятся какие-то вредители. Но у меня не часто появляются какие-то вредители вообще на покупных орхидеях. Да, когда покупаешь какую-то оценку, появляется мучнистый червец. Даже на карантине не часто появляются какие-то вредители, поэтому заранее я ничем не опрыскиваю. Но бывает такое, что когда открываете пакет, снимаете пакет, и оттуда вылетела маленькая-маленькая мошка. Вот тогда в обязательном порядке, прямо в обязательном, воспользуйтесь вот таким спреем. Это может быть от Бонафорта, может быть другая фирма. Это от грибных комариков. Тогда грунт обязательно нужно опрыскать каким-то спреем от грибных комариков. Потому что грибные комарики откладывают личинки, а эти личинки подгрызают орхидею корни. Вот здесь нужно быть очень внимательными, когда первый раз открываете орхидею. И хочу вам показать еще одну свою орхидею. Я ее покупала осенью, недавно вам ее показывала в обзоре. Она очень похожа на интригу, и даже кто-то писал, когда я первый раз ее показала, что это желтая интрига. И для чего ж мне хотелось еще одну интригу, чтобы было две интриги. Одна желтая, одна вот такая фиолетовая. Я ее показывала вам, но не делала акцент, что же сейчас я хочу показать вам. Она у меня даже еще не пересажена. И почему я именно ее хочу показать? Для того, чтобы показать, как я поливаю вот эти орхидеи. Это все для новичков. Те, кто со мной давно на канале, знают, как я это все делаю. И все мои манипуляции, я очень часто о них рассказываю подробно, поэтому об этом я даже сейчас не буду долго на этом останавливаться. Но вот эта интрига, у нее, во-первых, желтая.
постараюсь вам оставить не просто ссылочку, а цветочек вставить, как она цветет. Она точно так же, только с желто-красным окрасом. Очень красивая, цвела безумно долго. Вот он, срезанный цветонос, я его срезала буквально неделю назад. Он еще хотел здесь выпустить дополнительную веточку, но, видимо, нет, не выпустит. Уже точно знаю, что не выпустит. Листья огромные. Корни были просто даже при покупке великолепные, сейчас нарощенные. Еще громадные корни. Не пересаживаю его, но даже не поэтому. Просто еще руки не дошли. Обязательно пересаживаю. И вот под вот этим листом он выпустил вот такой цветонос. Может быть, он дорастит цветонос, а этот еще останется цвести. Вот тогда будет очень интересно вам показать, как две интриги одновременно цветут. Но если получится, то получится. А сейчас я просто на этом цветке покажу. Во-первых, я корни всегда досушиваю до вот такого состояния. Пока они такие зеленые, я их не поливаю. Хорошо высушиваю и поливаю по краю горшка. У меня все цветы стоят в таких небольших поддончиках. Это буквально 1,5 сантиметра. Водичка тепленькая, 28-32 градуса. И я поливаю грушей по краю горшка. Здесь даже сложно это сделать, потому что очень много корней. Вот так, небольшим количеством воды. Желательно со всех сторон. Видите, с корней стекает даже все, проливается. Я думаю, что мы скоро с вами будем пересаживать. Там такое сплетение корней. Вот так проливаю все. В этот поддончик набирается водичка, вот эти 1,5 сантиметра. За 15-20 минут эта водичка вся в корни, веломен, все впитает. Поэтому больше я не выливаю даже здесь воду. Здесь столько корней, что это все впитается. Вот так поливаю такие цветы, пока они у меня не пересажены. По краю горшочка. У кого-то, как я сказала, более влагоемкий грунт, у кого-то кора. Но все равно. Здесь раскукленных в этих новых цветах, раскукленных корней нет. Поэтому будем ждать, распустят ли они свои бутончики. И будем ждать, пока они начнут растить корешки. Тогда будем пересаживать. Вот видите, это буквально с осени, еще и не пересаженная, почти полгода. Даже в покупном горшке выпустила цветонос. Да, вы мне пишете, что у меня и по 3, и по 4 года живет орхидея. В таком горшочке, с такими корнями, цветет и продолжает растить, и растит деток. Я предпочитаю после адаптации орхидею пересадить, потому что растет много новых корней, ей нужен больше горшок, иначе все корни начнут пропадать, и она будет вываливаться из этого горшка. Поэтому мы еще немножечко ее подержим в этом горшке и пересадим. Независимо от того, есть у нее цветонос, нет цветоноса, у нее есть раскукленные корни. Это самое важное. А цветонос она может не от того, что мы ее начали пересаживать, там замедлить рост или остановить рост, а если мы после пересадки ее поставим в другое место по освещенности, вот тогда она может замедлить или вообще перестать расти цветонос. А если я ее поставлю в то же самое место, вот сколько я пробовала, сколько я пересаживала, ставлю в то же самое место, цветонос прекрасно растет дальше, и она цветет. Так что если у вас вдруг появился цветонос, а вы хотели пересадить орхидею, пересадите, ничего в этом страшного нет. Ну вот так. Мечты сбываются. У меня появилось 2 новых
цветка. Кстати, на том горшочке у Будды было написано, что он ароматный. Аромата пока не... Я не хочу показать, что... Вот на этой бумажке у Будды написано, что он ароматный. Написано прям парфюм. Пока не почувствовала, но обычно все цветы пахнут в первой половине дня, ну, кроме парфюмерной фабрики. Парфюмерная фабрика пахнет целый день. И должно быть хорошее очень освещение для того, чтобы они источали свой аромат. Вот такие нехитрые манипуляции с новыми цветочками. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.